Добрый день, милые и прекрасные девушки! Рада вас приветствовать в новом дне. С вами Юлия Бахтина. И мы с вами приходим к новому этапу нашего преображения, нашей работы над собой и влияния на других людей. Мы с вами отработали два очень важных состояния и с точки зрения внешности, и с точки зрения внутреннего наполнения, ощущения. Это состояние королева или высокой статусности и состояние девочка или высокой эмоциональности. И сейчас у нас новый этап, и мы будем с вами нарабатывать такие качества, как сексуальность и сексапильность, то есть состояние любовница. И прежде чем мы продолжим разбирать данную тему, хочу объяснить, что такое сексуальность, что такое сексапильность, что я в данные фразы вкладываю, потому что иногда меня спрашивают об этом, а что ты подразумевала? Сексуальность – это когда мужчины проявляют к вам внимание, вы им интересны. Сексапильность – это когда вы проявляете внимание к мужчинам, и они вам интересны. Поэтому задача, чтобы было, так скажем, внимание в обе стороны, и чтобы вам были интересны мужчины, и чтобы вы были интересны мужчиной и привлекали их внимание. И сегодня первый элемент, с которого мы начнем, как обычно, это наша прическа. Вы видите, я снова в длинных волосах, и они уже другие, да, уже другая немножко форма, другая прическа. И также хочу разобрать еще один дополнительный элемент, который можно также использовать. Он больше подходит в какой-то такой вот в стиле casual или спортивный стиль. И это так называемый конский хвост. То есть можно, если у вас длинные волосы, то вы можете сделать эту прическу. Помните, до этого, когда я говорила о психологии влияния прически, то я говорила о том, что волосы, убраны в хвост на макушке, являются ничем иным, как признак высокой сексуальности. И зачастую девушки это делают автоматически, да, неосознанно, тем самым показывая мужчинам о своем высоком уровне сексуальности и притягивая их внимание. Мы теперь, вернее, вы теперь можете потренироваться, да, и использовать данную прическу как некий сигнал для мужчин. И если у вас длинные волосы, то вы можете сделать эту прическу, она называется конский хвост, со своими натуральными волосами. Ну, а если у вас волосы короткие, как у меня, то можно тогда приобрести шиньон и просто пристегнуть его, да, к вашим волосам, и у вас получится ваш такой вот конский хвост, который будет привлекать внимание. Если вы не готовы к такой прическе, то можно удлинить ваши волосы, обязательно удлините, потому что длинные волосы очень сильно также притягивают внимание мужчин. И хочу сказать следующий момент, потому что женщины, мне мои знакомые говорили: Юля, ну вот что ты надеваешь искусственные волосы, это все знают, и это мужчинам это не понравится, говорили мне мои знакомые и подруги. Но что самое интересное, реакция мужчин была абсолютно противоположной. Причем были такие ситуации, что когда вот я была с короткими волосами, а потом я выходила, допустим, в комнату, надевала длинные волосы, я выходила, и мне все время ни один мужчина об этом сказал. Он сказал: Юля, почему ты не носишь длинные волосы? Тебе так хорошо. И ни один мужчина мне не сказал: фу, что это, зачем тебе искусственные волосы, как обычно говорили женщины, это не натурально. Ни один мужчина даже ни намеком, ни полунамеком об этом не сказал. Как один все говорили: Юля, почему ты не носишь длинные волосы? Поэтому, как вы понимаете, женский язык, женская психология очень сильно отличается от мужской психологии. Поэтому обязательно прислушивайтесь или спрашивайте мужчин о ваших экспериментах и о том, как вы выглядите. Нравитесь вы им с длинными волосами или они предпочитают, может быть, короткие. Здесь уже чисто психологические моменты, потому что вы помните, что еще один из, так скажем, психологическая информация прически – это когда короткая стрижка и сбритый затылок. То есть в данном случае очень активное такое проявление сексуальности. Возможно, для кого-то из мужчин нужно именно такое проявление. Поэтому слушайте себя, будьте внимательны к
отзывам мужчины или особенно вашего любимого мужчины и экспериментируйте, потому что за счет того, что вы меняете свою прическу, за счет того, что вы создаете новые образы, вы себя раскрываете, потому что в вас очень много всего. И зачастую мы привыкаем к какому-то одному образу или максимум к двум, а женская натура, она очень разнообразна. И получается, что если мы застреваем в одном образе, то мы очень многое в себе теряем или закрываем на замок и отодвигаем куда-нибудь в темный чулан. Зачем? Ведь мы при этом теряем и часть себя. А наша задача наоборот, чтобы вы раскрылись, чтобы вы поняли, что вы можете быть разной и при этом получать каждый раз свое особенное удовольствие. Поэтому сегодня мы дополняем ваши образы новой прической, и вы присылаете в отчете ваши селфи и делитесь вашими ощущениями, впечатлениями, результатами. Если что-то идет не так, то обязательно добавляйтесь в наш общий чат, где мы прямо в живом формате, в прямом эфире, так скажем, да, разберем какие-то моменты. Возможно, были какие-то ошибки, может быть, было какое-то недопонимание, а может быть, необходимо учитывать также и психику мужчин, с которыми вы взаимодействуете. Потому что не все мужчины готовы к переменам, не у всех мужчин высокая самооценка. Здесь тоже нужно учитывать вот эти нюансы. Возможно, когда вы становитесь сексуальной и сексапильной, ваш любимый мужчина может ощутить некий дискомфорт, а может быть нервозность, что вы уйдете от него, потому что вы такая прекрасная, вы такая замечательная, вы нравитесь другим мужчинам, и вас могут быстро от него увести. И, соответственно, он может вас притормозить и сказать: стоп, не надо. Учитывайте все маленькие нюансы, которые будут возникать в процессе ваших экспериментов. Слушайте себя и внимательно смотрите за окружающими людьми, за их реакциями, и постарайтесь проникнуть глубже, да, или как бы за их реакцию, понять, что является истинной причиной данной их реакции. Но об этом мы уже с вами достаточно хорошо поработали. И это новая практика для вас, новая возможность понять и увидеть истинную суть других людей. Хочу поделиться с вами одним маленьким секретом по соблазнению вашего любимого мужчины. Ну или, может быть, мужчины, который вам понравился. Один из нюансов, которые используют женщины неосознанно или осознанно, это взаимодействие с волосами. К примеру, если рядом с вами стоит мужчина, который вам интересен, к примеру, он стоит справа, то тогда вы очень нежно открываете вашу шею. Вы показываете вашу шею вашему мужчине. Это очень важный момент. Он говорит о том, что я покорна тебе, я доверяюсь тебе. И это очень включает инстинкты мужчин. Если это ваш любимый мужчина, то у него автоматически появляется желание поцеловать вас в шею. Если у вас еще недостаточно теплые и близкие отношения, то это желание возникнет, но мужчина может не позволить это сделать, потому что у вас еще не выстроены отношения. Но он зато очень близко к вам подойдет, и его взгляд будет сконцентрирован на вашей шее. Используйте этот жест, когда вам необходимо усилить ваше влияние, да, и ваше соблазнение. Вы мягко и плавно открываете шею мужчине. Если он поменял место, то вы также плавно откидываете, да, и аккуратненько опять открываете ему шею. И снова он видит вашу открытую шею, доверие и покорность. Используйте этот нюанс и поделитесь обязательно вашими ощущениями и результатами в ваших отчетах. И увидимся мы с вами в новом дне. А на данный момент домашнее задание: присылайте ваши фото, ваши впечатления, ваши ощущения, пишите в отчетах, и мы увидимся с вами завтра. До скорой встречи. С вами была Юлия Бахтина.